coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую вас, товарищи, с вами Холдым, и мы продолжаем проходить игру «Кризис в Кремле». Так, мы остановились на 1988 году. Вот, тоже место. Отношения США у нас проблемы с отношениями, но у нас зато денег до хрена приносит теперь экономика. Вот. И мы пытаемся, сейчас я, конечно, буду еще пытаться как-то закрутить гайки, наконец-таки, именно укрепить свою власть именно и уменьшить самостоятельность республик. Вот. Ой. И еще кое-что. Я извиняюсь, я, конечно, я очень устал в предыдущей серии, когда я ее записывал именно по этой игре. Я устал, из-за этого я забыл некоторые вещи вам рассказать. Например, по поводу Ливии. Например, то же самое, что США обвиняли другие страны в поддержке... Как сказать? Да, я вспомнил. В поддержке именно террористических организаций, когда она Ливию обвиняла. Очень смешно это слышать, когда ты знаешь, что... Подожди, это уменьшение. Памятники при жизни не можем. Вот. По поводу именно поддержания терроризма. Я думаю, все знают про талибов. И то, что они сейчас власть в Афганистане захватили. Скажу, организация Талибан запрещена в российском... Запрещенная террористическая организация на территории Российской Федерации. Вот так вот. Вот. Чтобы меня никто не присанул. Вот. Ну давайте следующий ивентик тогда уж. Из-за этого очень смешно от США слышать обвинения. И про вторжение в другие страны в том числе. Разве они, если кто хорошо знаком во Вьетнаме, они такое устроили, что звездец. Если вы не знали, то США на Вьетнам сбросила больше, бомб, чем на Германию. Это по подсчетам. У нас нет точных цифр, потому что нам никто их не дает. Почему я ничего не могу? Доступ к МИДу нету. 180. Нету очков, надо очки копить. Ну, копим очки, значит, товарищи. И копим очки на ОГАЗ. Так, у нас там, я еще кое-что сделал. Я поставил на дотации повстанцам. Кому я там дотации вел? Не менее 400. У нас 400? Да, есть. Вот чуть-чуть есть. Теперь мы можем дотации вести. Мы ведем дотации Алжиру. Будем дотацию Алжиру делать. И Судану. Где еще тут революция сильная? Смотрим. Вот тут сильная революция. Вот тут она огромная. Где еще? Сомали. Нет, Сомали нет. Там очень сильно нет проблем. А вот давайте в Чаде дотацию сделаем. Вот. Так, теперь по поводу денег. Политвласть у нас растет. Растет. Афган мы уже приняли к себе. Мы ничего сделать не можем, так ведь? Ну да. А принять ВВД? 90 нужно лояльности. А только как эту лояльность сделать? Мы не можем разрядку ввести. Доступ к рынку КНР, принять в СЭФ тоже не можем. Лояльность. Нужно 80% лояльности. Вот, достичь бы их и в СЭФ их принять. Было бы круто. Ладно. Теперь по правде экономики. В экономику надо вкладываться. Что делать будем? Ну все, вы технологии кидаем. Все деньги мы будем кидать сейчас в технологии. Только технологии. Нам нужны технологии. И будем потихоньку поддерживать революции по всем странам. Новый уровень угрозы. А вот они и Соединенные Штаты приперлись. Собаки. Все спокойно, так ведь? Да, деньги появились, теперь можно и госстатик поднять, давай. Пум-пум-пум, почти все. Мы можем поднять добычу нефти? Да, можем чуть-чуть больше нефти добывать теперь. Хорошо. Пока что ничего не происходит. Сидим, отдыхаем. Можно принять в СЭФ. Китай. Принять СЭФ. Почему?
Почему мы не можем? 1900, что ли, этот? 1986 только, что ли? Вот блин. Договор о дружбе, не троцкизм и не унификация в СЭФ. Не демократия, ладно. Что-то я не понимаю, почему мы ничего не можем сделать. О, принять ФСС в СССР, почему не можем? Ладно. Я вот до сих пор не могу понять, почему мы не можем. Я вот думаю, не могу понять, почему. Все спокойно. До сих пор понять не могу, почему. Ну что же такое, почему? Почему мы не можем принять Китай? Ладно, пока что пофигу на Китай, плюнем на него. Что с КНДР? Тихо, я это делать не буду, хотя давайте я кое-что сделаю. Я хочу кое-что сделать. Давайте сохранимся сейчас через вот этот сейф. Вот тут сейчас мы сохранимся, и я сейчас кое-что попробую. Что будет, если мы возобновим войну? Ай, ладно. Так, а что у нас с МВД? У нас политочки, где политочки? У нас политочков нет, мы ничего не можем. Были бы у нас именно... Я доступ не получил к МВД. А что в МИД, например? Политика сдерживания уже все есть. У нас ничего не открыто почему-то. Секундочку. Я-то вот до сих пор не понял. Так. А что у нас? Да, СПР введено. НИИ генетические эксперименты есть. И введение ГМО, но это 3000. Нам нужно как минимум 2000 на введение УГАСа. Пока что у нас этих денег нет. Ладно, вводим давайте 150 теперь на науку. Еще чуть-чуть. И 150 еще сюда введем. На компьютеризацию. А оставшиеся 10 мы кинем в госстатик. Чтобы мы могли поддерживать революционные движения. Так, где у нас? О, Судан социалистический. О. Давайте военную помощь ведем. Гражданскую помощь. Вести дотации давайте, дотации. Пока что тут ничего. Чат тоже пока что не социалистический. Ну что ж, мы ввели дотации. Что у нас с деньгами? -7, ну ладно, не сильно. Лицо номер 2. За несколько лет руководства страной ваша власть значительно увеличилась. И тогда как ранее вы определили второе лицо, исходя из узких рамок и связанных политическим прошлым рук, то теперь вы можете утвердить того, кто больше отвечает нашим интересам, если, конечно, вы посчитаете это нужным. Сталинист. Косолапов. Ричард Иванович Косолапов, доктор философских наук, профессор МГУ и главный редактор журнала «Коммунист», твердый противник рыночных реформ и ради выдвигавший теорию о том, что развитого социализма в СССР никогда и не было, а страна только движется к построению социализма обычного, являющийся сторонником Иосифа Сталина, уже продвигает наверх верных идей сталинизма людей. Тем самым мы получили просто полнейшее большинство. Мы прям полное большинство получили. Это просто охренительно. Ну что ж. Продолжаем сидеть в недовольстве интеллигенции. Направить деньги. Встреча в Пекине. После смерти Мао Цзэдуна в 1976 году в Китае началась внутрипартийная борьба между консерваторами, маоистами и реформаторами. Последние в 1978 году фактически заняли власть и провозгласили начало политики реформы и открытости. В 1981 году преемник Мао Хуа Гафен был вынужден оставить пост председателя. Фактически власть сосредоточил в своих руках реформатор Дэн Сяопин, набирает влияние. И новый генеральный секретарь ЦК КПК Чао Цзянь
выступающие за широкомасштабные реформы. Правительство Китая стало отходить от внешней политики Мао. Они уже пытаются улучшить отношения с США и всем миром, стремясь к международной интеграции. Может, это наш шанс урегулировать отношения с Китаем? Текущая ситуация не позволяет нам ехать. Отправить представителя в Пекин. После консультации в Верховном Совете ИЦК было принято решение отправить в Китай официального советского представителя. Официального представителя советского руководства с полномочиями на проведение переговоров. Однако продолжительность визита была сокращена вдвое из-за студенческих волнений в столице страны. А вместо руководства Китая переговоры вел человек из ближайшего окружения Чжанцзяня, Бао Тун. Переговоры прошли успешно. По обоюдному согласию стороны были налажены экономические и межпартийные контакты. Ну, у нас отношения улучшились. Мы можем тебе доступ к рынку, там, в СЭФ? О, мы приняли ее в СЭФ. Принять в ВВД? Мы не можем? А доступ к рынку? Только в 1000... Лояльность 90. А, нам нужна еще большая лояльность. А мы не можем помочь как-то Китаю разрядочку? Мы не можем доступ к рынку СССР сделать. Ну ладно. Ну что ж, хорошо, у нас отношения с Китаем улучшились. Ну это хорошо. Госстат надо увеличить, честно говоря. Тих, что-то нефть подупала чуть-чуть. Так, ладно, я понял, надо это. Вот так. Оставим все вот так. Так, что еще? У нас готовы именно страны? Судан, мы им помогаем. Чад тоже есть. Вести дотации мы не можем, надо вести. Алжир тоже просоветский. Сейчас будем помогать. Сейчас будем мы помогать им. Албанская оттепель. Прошло уже более 3 лет с момента смерти Энвера Ходжа. Его семья и близкие уже отстранены от власти, а в дальние дали, а в стране началась оттепель, как в виде амнистии, так и во внешней политике. Поехать и лично договориться о возвращении в СЭФ. Рамис Алия организовал нам теплую встречу, в ходе которой Албания подтвердила не только восстановление дипломатических и торговых отношений, но и членство в СЭФ. А мы, в свою очередь, выдали им кредит с малым процентом и на очень долгий срок. Мы получили... Так, Албания. Ты-ды-дыщ, Албания с нами. Скоро мы еще... Отлично, просто... Отлично, теперь у нас Албания с нами. Нам осталось еще и Югославию к тебе затянуть. И считай, социалистический блок будет полностью восстановлен. Останется только, ну, что-то помочь. Может, Нет, мы ничего не можем. В Франции вот правят социалисты, как ни странно. Так, давайте госстатик. Кинем в госстат деньги. Надо еще деньги по правде потратить на науку. 150 везде поставить, но это потом. Так, где еще помощь? Вести дотации. Давайте еще тут и дотация Алжиру. Тут уже 30% развития. Мы, конечно, можем гражданскую помощь вести. Но не буду. Хватит нам и этого. Пока что сидим. Камбоджа. Несмотря на то, что новое провьетнамское социалистическое правительство Камбоджи менее авторитарное и не прибегает к кровавым репрессиям, в отличие от свергнувших вьетнамцами красных кхмеров, а в стране более лучшее социальное положение, чем при монархистах, поддерживаемых Западом и другими оппозиционными СССР странами. Красные кхмеры в союзе с монархистами, образовавшие новую партию во главе с тем же самим
Пол Потом продолжают партизанить и терроризировать народ, а американское руководство поддерживает их, как реальных представителей Кампучии в ООН. И именно сейчас, когда кхмеры, монархисты и другая камбоджийская оппозиция объединились, нам требуется решить, как поступать дальше. Давайте договориться с более разумными кхмеристами. Благодаря успешной работе КГБ к Тан Моку попала ложная информация о предательстве одного из его политических конкурентов среди красных кхмеров, Сон Сена, вследствие чего он убедил в его предательстве и самого Пол Пота. Однако итогом этого стало убийство самого Сона Сена и других его родственников по приказу самого Пол Пота. Сразу же после этого правительство Камбоджи объявило о программе амнистии взамен на сдачу оружия и смену стороны. Первым откликнулся Иенг Сари, который вместе со своими сторонниками фактически получил мандат на управление Пайлином. Дальнейший раскол привел к возросшей паранойи у Пол Пота, смертям некоторых других командиров и изоляции самого Пол Пота с его таинственной гибелью. Оппозиция разбита, Камбоджа наша. Абсолютно точно, мы получили Камбоджу, да, Камбоджа наша. Мы не можем получить доступ к КНР и не можем принять их в СЭФ. Ну, зато наша страна, мы победили. У нас Судан, смотрите, какой развитый. Смотрите, какой развитый Судан у нас теперь. Давайте, что у нас вообще по деньгам? А вот деньги уменьшились, но понятно почему. Погнали дальше. Антиалкогольная кампания. Разумеется, мы проводим ее. Мы будем деньги получать, с этого все-таки получаем. Так, вводим давайте сюда. А оставшиеся 20 рублей в госстатик кинем, чтобы было 400. Новый уровень угрозы. Как я и предполагал, американцы с нас трясут деньги. Но ничего. Мы с этим справимся. Скоро угас сможем вести, смотрите. Тихо, ой-ой, тихо, я не туда. Где угас? Вот она, 3000. 3000, совсем чуть-чуть осталось. Хотя нет, 3000 это дорого. А научная станция 200. Давайте массовое строительство, программа Буран, исследовательская лунная станция. Ой-ой-ой, я очень много потратил, да, больше 100. Ну ладно, мы выдержим. 300 будет нормально, выдержим. Смотрим. Реформаторы пытаются вас изолировать. КГБ. Исследовательская станция на Луне. Дорогой товарищ генеральный секретарь, сегодня великий день для всего СССР и даже мира. Наши долгие разработки и планы по космической программе наконец дали свои плоды. И эти результаты сделали большой шаг в освоении человечеством космоса. Пару часов назад нам сообщили, что советская лунная команда успешно высадилась на спутник Земли и соорудила первую лунную станцию «Звезда-1». До этого нами были успешно посланы на Луну 7 обитаемых модулей, необходимых для сооружения инструменты для сооружения инструменты и советский роботолуноход Королев 1.1. Команда, состоящая из 5 человек, командиром которой является знаменитый советский космонавт, вышедший первым в открытый космос АА Леонов. Передавал вам искренний привет с Луны и поздравления с еще одной из наших побед в космической гонке. Юрий Гагарин и Сергей Королев могли бы гордиться нами. Как предполагают наши специалисты, данная лунная команда пробудет на Луне 2 года, пока ее не сменит следующее. Во время этого срока будет проводиться модернизация Звезды-1 и ее дальнейшее расширение, чтобы она смогла применить
принимать больше наших космонавтов. За вами же остается последнее решение. Лидер, как мы должны поступить с нашим прорывом в космонавтике? Разумеется, показать всему миру советскую победу. Покажем всему миру советскую победу. Наши заявления о создании первой лунной станции всколыхнули мировую общественность и создали фурор во всех странах. Фото с водружением советского флага на Луне стало сильным ударом для общественности. С правительством США и обошло почти всю планету. На одной из пресс-конференций в Белом доме журналисты так завалили количеством вопросов пресс-секретаря о советской лунной базе и ответе США на него, что тот в растерянном виде быстро ретировался, куда глаза глядят, оставив газетчиков без материала. На нашей же родине тем же временем, кажется, начинается новый виток популяризации освоения космоса. В конспирологических книгах тоже идут жаркие полемики о новых лунных заговорах. Только подумайте, они говорят, что мы сговорились с внеземными цивилизациями, с которыми имел контакт Гитлер для создания этой станции. Еще будто бы мы там нашли станцию Четвертого Рейха. Какие глупости? Ведь правда? Ой, боже мой. Как же сейчас США неплохо. К НРСФ, к рынку. Просто победа за победой, просто победа за победой. Это просто великая победа Советского Союза. На, открыть доступ к мне. А, мы уже открыли, что ли? Мы не можем? Нет, мы ничего не можем. Блин, как же жаль, что я ничего не могу. О, давай. Вождизм, элитаризация партии. Ну давайте, я все-таки сделаю вождизм. Мы пойдем в вождизм. Культ личности. Отождествление вождя и государства. Один народ, одно государство, один вождь. Я, конечно, понимаю, это не очень хорошо прям сильно закручивать гайки, но уж извините, я очень хочу это сделать. Неограниченные полномочия. Мы не можем именно... Политически правильное искусство чего-то мы не можем. Ну ладно, потом сделаем. Правитель принимает законы. Искусство в руках госаппарата. Тем самым мы просто полностью закрутили гайки. Генералиссимус. Мы просто полностью... Хотя, давайте оставим так. Во главе Верховного Совета оставим. Не будем прям делать что-то такое. Хотя, честно говоря, я бы тип правления элитаризация партии сделаем. Не буду я делать вождизм, оставим элитаризацию партии. Не, обязательный всеобщий призыв я не буду делать. Я не хочу. Ну все получается. Ну как? Мы просто сейчас так сильно гайки закрутили, что это просто пипец как сильно мы закрутили гайки. Это прям очень сильно. Сейчас США просто офигевают от того, насколько я оборзел. Я же так сильно гайки закрутил, что пипец. И социализм гуляет по планете. Мы скоро сможем все страны вообще подмять под себя. Над дотацией Тунису, дотации повстанцам вести, и тем самым мы получим контроль почти над всей Африкой. Сейчас нам надо все страны третьего мира себе подмять под себя. Все страны третьего мира. Как только мы их всех подомнем под себя, мы победим. Еще надо дипмиссию увеличить. Борьба с химическим оружием. В Париже проходит конференция по химическому оружию. По итогам представители 148 стран готовы подписать декларацию о запрещении использования ядовитых газов, химического и бактериологического оружия. Очень смешно, что США
использовала химическое оружие во Вьетнаме, хотя она подписала декларацию о том, что она не должна его применять. Вот так вот. И французами он тоже был использован. Там столько тысячи гектар было засеяно этим химическим оружием. Просто вдумайтесь, какие пространства. Ну, подпишем, конечно. Конференция закончилась огромным успехом и массовым разоружением. Все равно уж у нас и так сил до хрена. А теперь вот что мы сделаем. Что я хотел? Ах да. Где этот? Вот, дип-миссии. Давайте дип-миссии сейчас сделаем побольше. Давайте 180 в миссии кинем и больше в ООН. Сейчас мы ООН будем поддерживать побольше. Румынская революция. Из-за жуткого экономического положения в Румынии, бедности и голода среди населения, в связи с выплатой огромного государственного долга, в стране прошел очередной виток митингов, на котором войска открыли огонь по народу. Это вылилось в революцию, которая стремительно идет по Румынии. Ввести войска и сменить правительство. Мы не будем поддерживать действия Чаушеску. Чаушеску мы свергнем. Наши войска разбили основную волну оппозиции, арестовав Чаушеску. Судили его на трибунале, после чего утвердили абсолютно новое социалистическое правительство. Тем самым теперь у нас Румыния социалистическая республика. А мы можем принять в... А мы можем? О, можно ввести базу. Ну не будем мы этого делать. Ну давай так. Конечно, зря я это сделал, ну ладно. Польский профсоюз «Солидарность». Товарищ, в Польше идут жаркие споры о легализации антикоммунистического профсоюза «Солидарность», который был запрещен еще в 1982 году. Напомню, что этот профсоюз на данный момент действует на территории Польши незаконно, выступая с резкой критикой советской власти. Он объединяет всех людей с антисоветским людей с антисоветскими взглядами. Националистов, либералов, анархистов, да кого угодно. Что делать? Ликвидировать деятелей профсоюза. Еще какой интересный факт. Интересный факт я хочу вам сказать по поводу этого профсоюза. Знаете, почему еще он так бастовал? Он хотел улучшения жизни рабочих на этих именно, на портах именно, в рыболовецких, портовых рабочих, да, именно, тех рабочих, которые работали в портах. Например, в Данциге и других именно местах именно, где были установлены порты. Они именно там именно и бастовали, требуя улучшения их жизни, уровня их жизни. Вот. А как только солидарность пришла к власти и советская власть была свергнута, что они сделали? Они тут же эти все именно порты просто позакрывали. Вот тебе и профсоюз, который сразу же после прихода к власти все эти порты нахрен закрыл. И все рабочие были лишены работы. Вот вам хорошая история. Сегодня были ликвидированы лидеры профсоюза. Солидарность получила славу мучеников диктаторского режима. И многие поляки склонны их поддерживать. Но и все равно. Либерализации вообще нет. Да что такого? Мне вообще везде лояльность просто огромная. Какой, блин, поддерживать? Так, у нас, смотрите, везде уже все хорошо. Знаете, я даже хочу вести дотации другим странам. Очень хочу. Были бы у меня деньги, конечно. Давайте дипмиссии и ООН. Вот, я ООН хочу поддержать. Давайте на 100. ООН сразу на 100. Может, на 90 тогда? Опа, 90 ООН. Вторжение в Панаму. Уже не
Уже ни для кого не секрет, что Панама и США находятся в очень напряженных отношениях. Свидетельств этому множество, начиная с середины 1980-х годов, когда американская сторона впервые заявила о желании пересмотра договора о Панамском канале. И совсем недавнего события, связанного с объявлением законодательной власти страны о состоянии войны с США. Но до сегодняшнего утра ситуация была не столь критическая. Буквально пару часов назад мы получили важные разведданные от нашего Генштаба. Документы гласят о переговорах американских военных, которые обсуждают переброску сил к берегам Панамы и выполнение плана Just Cause, который подразумевает под собой силовое свержение власти Норьеги и установление там негласной власти США. Генштаб ожидает ваших приказаний. По их предположениям и отрывочной информации, отрывочная информация, операция в Панаме начнется через несколько суток. Защитить Панаму. Вторжение США в Панаму окончилось кровавым фиаско. Для первых, контингент американских военных в первые часы высадки в страну столкнулся с ожесточенным сопротивлением вооруженных сил Панамы. Помимо них, в сопротивлении американским интервентам были замечены интернациональные бригады, преимущественно состоявшие из русских и других граждан СССР. Также, на удивление американских солдат, панамцы были вооружены в основном советским вооружением, как легким, так и тяжелым. Зная почти все о каждом шаге интервентов, силы Панамы и интербригады разбили контингент США буквально за 3 дня. Многие американские солдаты, да и само американское командование не было готово встретить столь открытое вмешательство СССР в панамские дела. В конечном итоге США прекратили и военные действия в Панаме и начали переговоры по обмену военнопленными. Контингент же был в кратчайшие сроки выведен. После этого страна вступила на путь социалистических реформ и подала заявку на вступление в СЭФ. Ее принятие в организацию остается только вопросом времени. США после этой неудачи обвинила СССР в пособничестве диктатуре и наркоторговле в Америке. Конечно, да. Конечно, США. Страшный Советский Союз во всем виноват. Конечно, он виноват. Ну что, Соединенные Штаты, не нравится? Теперь у тебя и Куба здесь, и еще и Панама. Такими темпами я смогу развернуться очень хорошо в Америке. Денег нет? Да, нам пришлось деньги потратить. Надо все в госстат кидать, а то у нас что-то его мало. Карательный меч революции. Сегодня к нам была направлена коллективная инициатива в виде письма. Люди, написавшие его, предлагают нам вспомнить революционные времена и вывести из подчинения партии, переполномочив его вам, напрямую дав сотрудникам право следить за членами КПСС, в какой бы должности они бы ни находились бы. Считается, что именно так можно побороть коррупцию и произвол бюрократии. Впрочем, даже если вы желаете этого, дадут ли вам использовать эту инициативу? Конечно же, мы ее воспользуемся. Надо сосредоточить в своих руках всю силу, всю власть. Мы будем идти по пути Сталина. Мы будем использовать КГБ как карательный меч. Он нам очень пригодится, потому что скоро мы введем ОГАЗ. Я буду копить очки науки на ОГАЗ. И как только мы его введем, вся бюрократия просто взбунтуется против нас. Потому что это отмирание государства буквально. Огромное количество госслужащих просто будут не нужны партии, потому что все будут делать компьютеры. И, разумеется, партии это не понравится, и они объявят меня мятежником. Мне нужна вся сила в своих руках
Мне нужна вся сила госаппарата в своих руках, чтобы я смог легко дать им отпор. Это все, что мне нужно. Внезапно КГБ был выведен из подчинения партии напрямую и получил такие широкие полномочия, что шерстить стали всех, а головы полетели даже в верхах. А на Западе и диссиденты уже называют это время новых 1937 годов. Тьфу. И на Западе и диссиденты уже называют это время новым 1937 годом. Ну и пофигу, зато мы еще сильнее пробили бошки предателям. Бить предателей, просто нещадно бить их. Никакой пощады предателям. Никакой пощады предателям народа. Так, смотрим, что у нас в ситуации. Смотрите, уже все хорошо. Добыча ресурсов. Мы не можем. О, у нас победа, считай. Мы скоро везде установим советский режим. В Судане у нас уже все хорошо. Мы скоро начнем революцию проводить уже и в Тунисе. Но сейчас надо все силы кидать на золотой запас. Надо свой золотой запас поднять. Новый уровень угрозы, как я и предполагал. Придется сейчас все деньги кидать. Сталинисты требуют реформ. Недовольная фракция групп лиц с похожими взглядами считают, что ваше правление не является народным и требуют, чтобы вы ушли в отставку, ибо ваша политика не соответствует духу времени. КГБ. Агенты КГБ занялись своим привычным делом. Кого-то подкупили, кого-то устранили, а кого-то заставили шантажом изменить свое мнение. На сессии наши оппоненты сидели ниже травы и тише воды. Вот так вот. КГБ мое любимое, как же я тебя люблю, КГБ мое. Где ты? Где ты, КГБ мое любимое? Мое любимое КГБ. Я сейчас тебя увеличу нафиг, я тебя увеличу. Финансирование КГБ и вообще все увеличу. А все остальные деньги в госстатик. Все деньги в Кустат. Куропатой срочно 1000 белорусов под руководством националистического движения БНФ решили отпраздновать День памяти предков возле урочища Куропаты, где в годы сталинизма было убито много невинных людей, как заявляет археолог Микола Клевальцевич, поддерживающий БНФ. Примечание КГБ. Они требуют признать этот факт. Разогнать националистов. Сегодня с помощью слезоточивого газа черемуха были разогнаны белорусские националисты. Есть пострадавшие. На Западе это назвали вторыми куропатами. Ну и пошли они нафиг. Никаких националистов. Я буду давить жестко их. Это такие нелюди. Для нашего режима это нелюди. Гласность. Десоветизация улиц. Местные активисты предлагают переименовать улицы и дать им старые исторические наименования, показав преемственность времен вместо имен различных партийных деятелей. Начать гонения против предателей ленинизма. По всему Союзу вновь была провозглашена борьба с национализмом и антисоветизмом и сионизмом. Множество лиц было исключено из профсоюзов, а некоторые книги даже изъяты из использования. Давим их просто. Я буду давить. Мы давим диссидентов со всей своей силы, которая у нас есть. Мобильный побег, товарищ, у нас срочное и важное известие. Советский хоккеист Александр Могильный совершил побег в США. Хоккеист Александр Могильный осел в США. Это создаст прецедент. Создаст прецедент. Блин, это плохо. Блин, а где деньги-то? Папа Римский. Некоторые лица предлагают принять
предложение и провести первую в истории встречу с Папой Римским, объявив об окончании политики воинствующего атеизма. Ужесточить борьбу с религией. Сегодня в Советском Союзе была усилена борьба с религией. В школах был введен специальный учебный предмет. Ношение религиозных атрибутов было запрещено, а пропаганда атеизма начала крутиться по всем теле- и радиоканалам. Давим религию. Вот так вот нормально, стабилизировались потихоньку. Блин, поскорее бы УГАЗ вести. Вот что мне очень хочется, это УГАЗ успеть вести. Полет на Марс, но это слишком долго. Но станция Мир у нас есть, но у нас нет 3000 очков исследований. УГАЗ. УГАЗ мы не можем, 3000 нужно. 3000, которые у нас нет пока что. Всемирный фестиваль. Первоначальными задачами фестиваля были борьба за мир, за права молодежи, за независимость народов, пропаганда интернационализма. Активное участие в фестивалях принимали коммунистические, социалистические и религиозные организации. На фестиваль приезжали представители широкого круга молодежных организаций, выступавших против фашизма и военных диктатур. К участию допустились представители радикальных левых организаций, в том числе находившиеся вне закона в своих странах. Особо внимание уделялось... К участию допускались представители радикальных левых организаций, в том числе находившихся вне закона в своих странах. Особое внимание уделялось вопросу недопустимости возрождения фашизма и разжигания новой мировой войны. Теперь настал черед проведения еще одного Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Каков будет лозунг теперь? Фестиваль не должен быть неформальным, никаких государственных лозунгов. По моему мнению, это правда. Этот фестиваль, он никак не противоречит социализму. Он выступает против фашизма, за мир, против диктатур и за интернационализм. Там все идеи в этом фестивале социалистические. Из-за этого ничего менять не надо. Прошедший в Москве Всемирный фестиваль молодежи и студентов вернулся к своим неформальным истокам, вследствие чего было замечено множественное пересечение иностранцев и советских граждан, а вследствие этого стал заметный рост нового стиляжничества. Фестиваль посетили даже официальная правительственная французская делегация и представители государственных служб по работе с молодежью. Сюда приехала и официальная правительственная китайская делегация, представители государственных комитетов по работе с молодежью. Тем самым мы еще сильнее укрепили наши отношения. У нас отношения с Францией улучшились. Но у нас 90, все уже. Максимум можем военную помощь вести, чтобы подавить мятежников чуть-чуть. Отменяем тут тоже. Развитие 105, нормально. 90, 105, вот это нормально. Хотя, честно говоря, я не хочу именно сильно так. Так, все, мы отменили здесь дотации. Все, в чаде тоже. Отменить помощь мы не будем тут. Все, мы отменяем помощь потихоньку. Пора отменять ее, а то у нас что-то госстатик сильно редеет. Надо госстатик свой поднимать, а то мы сильно много денег тратим на прокормку других стран. Давай еще день пройдет, и мы... Интервидение, конкурс песни интервидения, конкурс эстрадной песни, основанный Международной организацией радиовещания, телевидения ОИРТ. Проводится в Сопоте в 1977-1980-х годах в рамках 4 международных фестивалей «Песни в Сопоте». Мы можем попытаться его возродить после его заморозки из-за нестабильности и военного положения в Польше, а можем
прислушаться к и другим партийцам и впервые отправиться на Евровидение или не делать ничего. Ничего не делать. Все продолжает идти своим чередом. Ой, почему все так хреново-то? Как у нас ситуация с чадом? Чад 95. Давайте еще один ход, и мы пропустим. Выборы в Бразилии. После изменения Конституции самой крупной латиноамериканской страны в Бразилии пройдут первые всенародные выборы. Основная часть населения почти не участвовала в политической жизни страны, так что добиться победы социалистов должно быть легко. Но ведь в стране гиперинфляция, да и США не будут рады тому, что мы расширяем свое влияние. Хватит ли у нас денег спасти бразильскую экономику? Блин, мы не можем. Подождите, я сейчас кое-что. На выборах победил Фернальд Афонсу Килор Ли Мелун. Новое правительство планирует бороться с огромной инфляцией в стране. Блин, а это плохо. А мы ведь могли получить помощь в Бразилии. Точнее, силу в Бразилии увеличить. Но у нас нет денег просто. Почему-то нет денег. Отменить помощь. Все. У нас увеличилось влияние. Теперь надо потерпеть, чуть-чуть восстановиться. И дальше мы пойдем в увеличение нашей военной силы. Что бы я хотел бы сделать, конечно, это, конечно, дипмиссии и ООН до 100 довести. Все спокойно. Деньги есть? Деньги есть. До 100 доведем ООН, ну и дипмиссии до 200. Больше них чего тратить мы не будем. Все остальные деньги кидаем в госстатик, чтобы его укрепить. Все. Съезд КПСС 1990 года. Умеренные, конечно. Бьем по умеренным. Будем бить умеренных. Никаких умеренных в нашей стране. Инцидент на Курской АЭС. Из-за чудовищного износа оборудования и несоблюдения техники безопасности произошла катастрофа разрушения одного из энергоблоков АЭС, вследствие чего урон экологии, территории и населению может оказаться ужасным. Почему? Пока в Европе и США показывали по телевидению ужасные последствия катастрофы, мы провели срочную эвакуацию населения и ликвидацию последствий аварии. Хоть наш имидж и пострадал, но люди целы. Почему? Подожди, что у нас вообще? У нас что ли авария есть? Нет, авария не активна. Почему? Боже мой, почему? У меня же просто контроль огромный. Я не могу понять, почему это. Ну ладно, зато люди целы. Единый Йемен. В 1980 году, после того, как консервативный коммунист Генсек Абдаль Фатах уехал на лечение в Москву, ему на смену пришел Али Насер, начавший умеренные экономические реформы, налаживание торговых отношений с соседними арабскими странами. Однако в 1985 году уехавший Генсек вернулся, и между новым и старым лидером началось противостояние. Сегодня своего пика оно достигло в 1986 году, когда Насер попытался организовать переворот и расстрелять верхушку партии, тогда как армия и спецслужбы перешли на сторону Фатаха. В ходе маленькой гражданской войны погибли оба лидера и большая часть политического руководства. На их смену пришли умеренные, организовавшие потепление отношений с соседями и сторонниками разрядки. Теперь, после долгих переговоров с Северным Йеменом, лидеры НДРИ Али Селемен запрашивают у нас возможность объединения Йемена на условиях нейтралитета и вхождения в руководство новой республики нынешних лидеров НДРИ. Провести череду отставок и приход настоящих коммунистов в НДРИ. Пока лидеры НДРИ вели переговоры с вами в Москве, на их родине произошел переворот, и к власти пришли радикально левые силы. По вашему совету уже бывшие лидеры решили остаться на лечении в СССР.
подав в отставку по состоянию здоровья. А новое йеменское руководство мигом свернуло все переговоры с капиталистическим соседом и начало ликвидацию всех капиталистических форм собственности в стране. Жестко возвращая страну к социалистическому образу и подобию. А мы им в поддержку выделили некоторые кредиты. А Йемен до сих пор не един. Ну и хорошо. Антиалкогольная кампания. Проводим ее, и сейчас все деньги кидаем в госстатик. Хотя можно их потратить на что-то другое. Как у нас дела? Чат. Все спокойно. Все спокойно. Алжир тоже все спокойно. Да, все спокойно. Ну давайте тогда потратим все деньги, какие-то деньги потратим на новые вещи. Дипмиссии, это мы все сделали. Госпропаганда, это все нормально. Что можно сделать? Ну давайте образование на 150 поднимем, а все остальные деньги в госстатик кину я. $150. На образование, а все остальные деньги кидаем мы на наш госстат. Продолжаем сидеть. Подожди, а госстат мы можем увеличить добычу нефти? Нет, мы можем чуть-чуть, но чуть-чуть совсем. Ну хорошо, мы продолжаем сидеть. Конфликт в Югославии. После Так, сейчас я что проверю. О, скоро уже конец, надо уже заканчивать. Сейчас мы пройдем еще Югославию и закончим. После проведения демократизации и рыночных реформ национальный вопрос в Югославии обострился. Вот вам. Вот доказательство. Как только рыночные реформы ввели в социалистическую страну, как только начались националистические восстания. Как только. А потом кто-то говорит, что это не из-за перестройки и перехода в капитализм СССР развалился, а это вина социализма. Конечно. Правительство Анте Марковича не смогло справиться с межнациональными спорами и экономическим кризисом, вследствие чего власть перешла к Милошевичу и провоенной фракции. Разгорелся полномасштабный военный конфликт. Поддержать правительство Милошевича. Мы признали легитимным правительство Милошевича и заключили с ним дипломатические, экономические и торговые отношения. Негласно ему было выслана партия оружия. Что Югославия? Да, гражданка. Контроль правительства 75%. Хорошо. Зато мы не даем Югославии распасться. Ну что ж, это победа. Мы победили, считаю. У нас теперь... Мы скоро можем... Что еще сказать хотел? Да-да. Мы скоро сможем и полет на Марс организовать когда-нибудь. Мы можем увеличить еще раз финансирование науки на 200, еще быстрее получать науку. Тем самым мы просто уничтожим Соединенные Штаты. Посмотрим, давайте, что происходит у них. Сельхоз, услуги, все нормально. Легкопром просто на высоте. Приписок вообще нет, вообще. Коррупция на нуле. Смотрите, что в США происходит. Боже мой, у них все вообще на дне, у них все на дне. И довольство народа, экономика, армия, у них все плохо. Кажись, Соединенные Штаты падут как раз-таки в 91 году. Если я еще сильнее увеличу давление на страны Африки, мы сможем реально еще сильнее ударить по Соединенным Штатам. Тем самым мы просто получим полноценную победу. У нас скоро все страны прозападные будут нашими. Останется только, уничтожить Соединенные Штаты будет еще легче. Ну что ж, на этом моменте, я думаю, закончить прям очень будет приятно. Ну что ж, товарищи, прошу, не забудьте нажать на кнопочку подписаться и на колокольчик. Вы такое видео узнаете новых. Ну и продвиньте канал, поможете ему в продвижении. Зайдите в описание, загляните в Discord, я буду рад новым членам в нашей небольшой семье. Пишите комментарии с предложениями игр, может у вас есть какие-то интересные игры подобного жанра, например. Я буду рад услышать ваше мнение. И лайк поставьте, если вам понравилось.
И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.